Мока 2.0, к сожалению, провалился. Сегодня мы подробно разберем новые заявления разработчиков по итогам прошедших 3 сезонов, ну а также я расскажу, когда нам стоит ожидать будущие масштабные изменения и что вообще будет происходить с игрой в этот период. Разработчики честно признали, что сейчас Мока работает совсем не так хорошо, как им хотелось бы. И главная причина здесь примерно та же самая, с которой мы сталкивались уже в старой версии игры. Большинство игроков заходят в Моку, но довольно быстро теряют вовлеченность из-за большого однообразия, ну и малого количества контента. Но при этом разработчики отметили одну очень интересную и важную деталь. Среднее время в игре для тех, кто все-таки остается в игре, то есть для нас с вами, держится на очень высоком уровне. Проблема лишь в том, что игра в ее текущем виде пока не готова к масштабированию. А цель разработчиков все-таки сделать Мока самой популярной мобильной игрой в мире. И очевидно, что выезжая чисто на одних фанатах RPG, такой амбициозной цели просто не добиться. Именно поэтому они приняли тяжелое решение снова переработать Моку. На данный момент пока не ясно, из-за каких конкретно вещей люди уходят чаще всего, то ли виновато однообразие миров, то ли скучные разломы, то ли отсутствие более глубокого и интересного прогресса силы или в целом аккаунта. Обо всем этом мы узнаем чуть попозже, когда разработчики поделятся с нами первыми прототипами. По их словам, они прямо сейчас вовсю разрабатывают и тестируют новые механики. И как они сами выразились, это будут крутые и захватывающие вещи. С трудом, конечно, верится, что они смогут реализовать что-то действительно прорывное в ближайшее время, но давайте посмотрим. Тем более, что примерные сроки этой переделки нам пока так и не объявили. Конечно же, на время этого периода разработчики вынуждены снова приостановить выпуск нового контента. Те же экспедиции и разломы в 4 сезоне будут просто повторять первый сезон. Если честно, здесь я не особо удивлен, мы и так до этого не особо так часто получали что-то кардинально новое, так что в этом плане мы не особо много теряем. Но самое печальное в другом, а именно то, что начиная с 5 сезона у нас вообще не будет новых оружий. Пока не ясно, чем они планируют их заменить, но надеюсь, хотя бы по-русски положат какую-нибудь крутую косметику или что-нибудь еще. В любом случае, я считаю, что такая ситуация это все равно лучше, чем период со старым Моко, где вообще нечего было делать почти год, а нам просто потом сбросили прогресс, за исключением косметики. Нам пока не сообщили, будет ли что-то подобное в следующей версии, или же игра просто получит большое обновление поверх текущей версии. Они сказали, что они пока думают над этим. Мое же мнение, что это будет слишком жестко снова сбрасывать весь наш прогресс, например, уровень карьеры или все наши оружия и ядра, на что мы и так уже потратили большое количество времени и сил. Надеюсь, что до такого точно не дойдет. Ну и в конце они затронули главный вопрос, который волнует всех. Убьют ли они игру? К счастью, разработчики успокоили, что закрытие по-прежнему маловероятно. У них в запасе еще куча идей, которые они хотят реализовать, однако и возможность закрытия на 100% они тоже не исключают. Я же думаю, что в целом у команды есть еще шансы сделать Моку успешным хитом, но главная проблема заключается в том, что для таких масштабных планов им, наверное, нужно больше людей в команде, чтобы новые функции и контент входили чаще и в большем объеме. Но как давно заявлял Илка, разработчики работают более эффективно, когда у них ограничена команда и ресурсы. Но мое мнение в том, что эта игра просто требует большое количество людей, так как это PvE игра. И просто нужно большое количество людей, чтобы делать много нового контента, включая миры, монстров. Это же не то же самое, что Brawl Stars. Просто делать новых персонажей, скины и события, и больше ничего. Это просто другой тип игры. Для меня вообще лично проблема кроется как раз именно в этом, что мало контента. Но, конечно, им точно есть над чем поработать, допустим, в плане экспедиций. Например, было бы здорово вернуть снова 3 мира одновременно, а не один, как они это сделали совсем недавно. Из-за того, что, видите ли, игроки не замечали разломы. У меня вопрос, почему нельзя было просто поставить разломы на первое место, а миры чуть подальше, чтобы они заметили. Они даже не попробовали это сделать, они просто вырубили нам 2 мира и сделали один. И я думаю, что это тоже плохо сыграло на удержании. Так как часто бывает, что выходит какой-то скучный мир, ты даже не можешь пойти в другой, потому что у тебя просто нет выбора. Что странно для игры такого жанра. Еще бы отличной идеей было бы добавить полноценное дерево навыков для оружия или что-нибудь в этом духе. Да, я прекрасно понимаю, ребят, что нам сейчас всем обидно, особенно учитывая, как долго мы с вами ждали это обновление. Надеюсь, что дальше мы будем стабильно получать новый контент. Но я все-таки думаю, что пусть лучше разработчики прямо сейчас уделят максимум внимания большим изменениям, которые реально сделают Моку более увлекательной и затягивающей. Но, конечно, это не отменяет того факта, что Neo Moco, в принципе, уже решил многие старые проблемы с точки зрения оружия, например, добавление ротации режимов, вообще лобби, где могут встречаться и общаться игроки. Это уже, как по мне, уже большой успех по сравнению с прошлой версией. И если следующая переработка будет выполнена на таком же уровне и сделает игру еще лучше, я буду только за. Надеюсь, очень скоро мы получим больше новостей о том, какие конкретно планы строят разработчики. А чтобы не пропускать все новости, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я делюсь мнением обо всем пораньше, чем в видео, ну и по другим играм Supercell. Ну а также вступайте в нашу группу Моко PKDish YouTube. Все ссылки будут в описании. Ну а с вами был PKDish. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик. Увидимся в следующем видео, где я подробно расскажу о том, какие именно проблемы преследовали Моко на протяжении всех этих 3 сезонов. Всем пока!